Нас не заправляют, ребята, нас не заправляют, потому что говорит, вы из Украины, говорит, нет, у вас президент, из-за политики мы вас не заправим. Got a guy with a wife from Ukraine. Yes, but how can you say that we are not feel you because of your politics, because of your president, because of our Zelensky? Yeah. Это терминал. Терминал для оплаты банковской карты. Я предприниматель, у меня есть два направления, два бизнеса. Есть строительный бизнес, есть бизнес, связанный с YouTube. Мы создаем каналы под ключ, снимаем, развиваем. Это я сейчас приехал к своему клиенту со строительного бизнеса, для того, чтобы ему было удобно оплатить в любом месте, где он скажет, карточкой за работу или за услуги, которые мы предоставляем. Я как предприниматель, естественно, стремлюсь делать максимальный сервис для своих заказчиков. Направление, которое занимается YouTube, которое занимается съемками для YouTube каналов, продвижением и ведением, называется 1B Studio. Это Powerbank. На нем нанесено название компании и логотип компании. Почему я показываю Powerbank? Потому что этот Powerbank, такие Powerbank я дарю своим клиентам. Клиентам, которым мы делаем YouTube канал под ключ. Powerbank делает мой друг Паша. У него появилось еще новое бизнес-направление, связанное с самолетами. И в сегодняшнем выпуске он нам с удовольствием расскажет точно, чем он занимается, расскажет нам, как он пересекал Атлантику. Также он нам расскажет, какая у него произошла история, по-моему, в Норвегии, когда его отказались заправлять, потому что он из Украины. Стоп! Перед тем, как дальше смотреть выпуск, не забудь подписаться на канал. Подписался? Теперь поехали дальше. Так, новый день, друзья. Хочу вам представить Паша. Паша — это мой товарищ, друг. И я вам вчера не сказал, помимо того, что он нам расскажет о своих приключениях, пересечения Атлантики на легкомоторном самолете, он нам его и покажет. Так что собираемся, поехали, потому что ехать нам придется аж в Житомирскую область. Ну или в Житомир, да? Сам Житомир. Сам Житомир. Передай моим подписчикам привет. Подписчики, вам большой привет, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и просто у вас сейчас будет супер крутой контент. Поехали, точнее, полетели. Там есть туалет? Есть Отлично. туалет, да, но мы в него не ходили. Все, мы пишем? Да. Мы сегодня еще кружочек на нем бомбанем. Но я боюсь, я, наверное, не полечу. Будем всех бомбить и бомбить, как говорил. Cessna 414. Сейчас мы будем о ней говорить, точнее нам расскажет о ней Паша. Привет. Что рассказать? Классный самолет прилетели на нем прямо из Америки. Летели из Америки в Канаду, из Канады в Гренландию, из Гренландии в Исландию, из Исландии в Норвегию, Норвегия, Польша, Польша, Украина. Сколько он стоит? 300 тысяч баксов. 300 Конкретно, тысяч да, баксов. этот самолет обошелся в 300 тысяч долларов, ну плюс-минус. То есть в целом самолет технически обслужен, не требует никаких дополнительных капиталовложений. То есть это хороший, классный самолет, в который ничего больше не надо делать. Тихо, хватит его рекламировать. Да. 300 тысяч, понятно. То есть это твой новый бизнес, да? Я ребятам говорил, что ты занимаешься, основное твое направление было это Powerbank, и это твое новое направление, как его называется правильно? Ну не только Powerbank, у меня одно направление — это корпоративные подарки. Вот, то есть мы работаем с крупным бизнесом, обеспечиваем классных людей классными подарками. Вот. Мы дарим эмоции. Здесь этот бизнес тоже связан с эмоциями, поскольку самолет дает те эмоции, которые
ну, непередаваемые эмоции, скажем так. Как это называется направление? Я это назвал перегонщик самолетов. Перегонщик самолетов. Ну, можно сказать, что перегонщик, но перегнать самолет — это одна часть нашего большого пути. Вот. В целом мы предоставляем услуги, я бы назвал это авиаброкер, да, то есть от подбора, сопровождения сделки, таможенное оформление, документальное, то есть в целом все вопросы, которые касаются малой авиации. Скажи, но это же дорогой самолет, как для такой цены 300 тысяч? Смотри, новый он Да стоит... пошли обойдем Да, отсюда, посмотрим. его. Новый этот самолет стоил порядка 2 миллионов баксов. Ого, да, это какого года, кстати? Это самолет 74 года, но... 74 года. Да, 74 года, он старше меня, он старше тебя и старше, я думаю, многих наших зрителей. Вот. Но в авиационном мире это не старый самолет. То есть все компоненты, они меняются или обслуживаются по моточасам. То есть может быть новый самолет, вернее, может быть самолет 70-го года, но он имеет новый двигатель, новый мотор, все новые компоненты, поскольку это, ну, грубо говоря, как в тракторе. С самолетом не так, как с машиной, то есть нельзя его не обслуживать, он просто не полетит. Точнее, не то, что не полетит, а ему не дадут разрешения вылететь. Отрасль сильно зарегулирована, очень много проверяющих над проверяющими, поэтому, ну, тупо не получится взять что-то где-то на коленках сделать. И, то есть все самолеты хорошо обслужены, по-другому просто не бывает в нашем мире. Прикольная атмосфера здесь, люблю. У них даже кресло в кафе из самолета. Это мини-Боинг, я бы так сказал. То есть это такой комплексный самолет, оборудован всеми системами. То есть он может лететь в любую погоду. В принципе, он летит над погодой. То есть это самолет взлетает, у него 2 мотора. Вот эта штука называется система антиобледенения. Мы когда летели в Гренландии, мы поймали льда, попали в зону обледенения, и у нас замерз руль высоты. У нас самолет тупо все время летел вверх, и не работали, там отключились автоматически многие системы, мы летели на руках, и порядка 3,5 часов мы вот так вот сильно вчетвером давили в штурвал для того, чтобы выровнять самолет. Вот, то есть на прямых руках 3,5 часа мы летели. В авиации нет слова недорого, здесь все, сука, дорого. Да, кстати, наши камеры сейчас работают. Мы сюда ехали, где-то приехали полчаса назад, мне уже пришло уведомление о штрафе за превышение скорости. Прикинь? Естественно, я его сейчас оплачу. А на этом штрафы не приходят. Ты так над всеми камерами летишь такой. Вот так вот. Идем в салон. Да, давайте в салон. Тут все понятно, самолет как самолет. Самолет, кстати, покрашен, самолет обслужен, ну, то есть реально в нем не надо делать ничего. То есть зачастую, когда ты покупаешь бэушный автомобиль, тебе надо там доделать это. Здесь есть, вот к нему идет вот такая стопка документов. Здесь каждый журнал, механик, который подходит, должен иметь лицензию, он должен иметь сертифицированный ключ. У этого сертифицированного ключа должен быть второй сертифицированный ключ, который лежит у него в сейфе. Понимаешь, то есть вот просто подойти и взять что-то сделать или не сделать нельзя. Поэтому авиация — это дорого. Я уже говорил, да? Отговаривает ему не звонить. Пошлите вовнутрь, посмотрим. Ноги вытирай. Да. О, тут работает? Блядь, тут все работает. А в смысле, зажигание не надо включать? Ну, лучше не... Можем, Саша. Знаешь, надо самому, как оно работает. Да не, я это знаю. Ну, пусть будет уже. Короче, начинаем разламывать Она самолет. же Ну, понятно, 75-го года. 74-го. 74-го. Ну, Сань, для 74-го года, извини меня, здесь... А все родное это? Да, здесь все родное. Родной салон, родной интерьер, ковролин. То есть здесь поменена только авионика. Здесь стоит Гарминка 600, стоит Эвидайн. То есть здесь только авионики, я думаю, Тут даже есть прикуриватель под стаканчики, как в лучших лимузинах этого мира. О, расскажи, кстати, ты на нем, получается, летел
Взяли его в Америке, купили в Нью-Йорке. в Да. Нью-Йорке. Дальше какой у вас маршрут был? Из Нью-Йорка мы полетели в город Бангор. Это самая как бы крайняя точка перед границей с Канадой. В Бангоре мы прошли границу, прошли таможню, оформили документы, перелетели в Канаду, город Гус-Бэй. Это на полуострове Лабрадор. Мгм. Лабрадор, Гибралтар. Вот. На полуострове Лабрадор тоже как бы максимально крайняя точка для того, чтобы сделать перелет в Гренландию. Вот. Дальше мы в Гус-Бэй, это маленький канадский городок с населением около 8 тысяч человек. На заходе у нас один двигатель отказал, был отказ двигателя, не хватило топлива. Вот, это было, это было, конечно, типа все окей, но немного страшно. Вот, это уже было на заходе на посадку в Гренландии. Сразу же у тебя, так как это два двигателя, и они вращаются в одну сторону, у тебя есть поворотный момент винта, да, и у тебя, в принципе, по законам физики, у тебя самолет пытается сделать так, флип. Вот. Ну, вы держите постоянно. Его надо держать, его надо выравнивать и сделать так, чтобы сделать так, чтобы один двигатель, ты как бы этим двигателем летишь вперед. И вот. Хорошо, ну, Канада, Гренландия, потом Норвегия. Не-не-не, после Гренландии. В Гренландии, кстати, самый дорогой аэропорт в мире. То есть взлет, посадка и заправка нам обошлось в 3000 баксов. После Гренландии мы полетели в Исландию. В Исландию. В Рейкьявик. Исландия еще была. Да, Да. в Рейкьявик. Прилетели в Рейкьявик. Расскажи про Норвегию, почему вас не хотели заправлять из-за того, что с Украиной? Во-первых, мы... Кстати, да, сейчас я, извини, вставлю свои 5 копеек. Самое интересное, вот мне очень было интересно смотреть Пашу в сторис в Инстаграме, когда им в Норвегии, подпишись на Пашу, когда им в Норвегии запретили, точнее, не захотели заправлять самолет из-за того, что они прилетели с Украины. В Украину. Мы летели в из-за того, что Украину. вы в Украину Да, летите. да, из-за того, что мы украинцы и летим в Украину. Ну, я имею в виду из Украины вы, в смысле граждане в Украины. смысле мы, да, граждане Украины. Из-за того, что вы граждане Украины или из-за того, что вы в Украину летите, почему вас не хотели заправлять? Ну, не знаю конкретно, то есть, Ну, во-первых... давай поначалу, Да, чтобы я не перевел. прилетели в Норвегию, сели. Тоже отдельная история, ну нормально сели. Вот утром приезжаем в аэропорт, собственно, нам нужно заправиться, потому что там нам осталось времени на полет не так много. Приезжает заправщик, говорит, ой, говорит, а вы откуда? Мы говорим, мы из Украины. Говорит, я вас не могу заправить. Я говорю, в смысле? Говорит, так как, значит так, говорит, я вас не могу заправить, потому что мне прилетят санкции от компании Shell, мне прилетит штраф, сам заправщик, к нему никаких вопросов нет, к Норвегии никаких вопросов нет, они все нам пытались помочь, но чувак связывался с центральным офисом Shell для того, чтобы спросить, можно ли ему заправить украинцев. Для меня это был просто вот взрыв мозга, типа, блядь, как? Got a guy with a wife from Ukraine. Yes, but how can you say that we are not feel you because of your politics, because of your not president, your because of our Zelensky? Yeah. То есть, shit. Да вы из Украины, да? Нет, у вас президент говно, у вас политическая ситуация. Я согласен, что у нас президент говно. Я согласен, что у нас ситуация политическая. Но как простые люди, которые пролетели полмира, приземляются, говорят, мы вас не заправим. У нас, блядь, вот такая... вот так вот. Не знаю, что хотите, то и делайте. Чувствуешь себя каким-то реально, не знаю, никем. Просто никем. Ну как? Неужели? Я пытался, думаю, может какая-то непонятная или по-английски кто-то что-то не понимает. Вот. Нет, только после того, как мы поменяли флайт-план, грубо говоря, карта, куда мы летим, точка, да, что мы летим не в Украину, а летим в Польшу. Это первое. Второе. Деньги перевели с норвежской компании. Вот мои друзья норвежцы, с которыми... Чтобы транзакция была независимая, не привязана к Украине. После этого там 3 часа ожидания, холода и там чуть-чуть нервов, не чуть-чуть, а так достаточное количество нервов, мы смогли улететь в... Нас не заправляют, ребята, нас не заправляют, потому что говорит, вы из Украины, говорит, нет, у вас президент, из-за политики мы вас не заправим. Он сейчас связывается с центральным офисом Shell для того, чтобы узнать, могут ли они нас заправить. Говорит, вы понимаете, вы же из Украины, да, поэтому мы вас, наверное, вряд ли заправим. То есть претензия была не лично к вам, что вы украинцы, а из-за того, что вы летите в Украину, и компания Shell не хочет заправлять самолеты, которые летят в Украину, потому что у них какая-то история неприятная с Украиной, потому что они там как-то
да, что-то там кого-то насколько не заплатили. Да, насколько я знаю, Shell кинули в свое время в Украине там на $200 миллионов, вот, но это было там лет 5 назад. Связано ли это с той ситуацией, я не знаю, вот. Возможно, это связано как мне сказали, что из-за политики вашего президента, вот дословно, говорит, из-за политики, из-за нарушения прав человека, коррупции и так далее. Это заправщик говорил? Это заправщик. Или это официально Shell сказала? Это заправщик, он просто транслировал. Я с Shell не разговаривал. Он звонил в Shell и говорит, я вас не... Говорит, ребята, я к вам... он нормальный парень был, все. Говорит, я к вам, у меня вопросов нет. Но, говорит, я не могу вас заправить, мне штраф прилетит от Shell. Вот. Просто, был взрыв мозга. Вот. Это мы все порешали. Сказал так, из-за действий, я так понимаю, или бездействий вашего президента. Скорее всего, опять же, это догадки из-за Северного потока, потому что Shell, они там работают с русскими, разрабатывают месторождения, где-то там газа, то есть вот, возможно, из-за Северного потока, потому что сейчас там все прям тема муссируется и все, поэтому нас тупо не хотели заправлять, вот, поэтому 3,5 часа, часа 3 провели, звонили в посольство, звонили, все это, вот, вопрос порешали, но, как говорится, ложечки нашлись, а осадочек остался. Ну да, интересно, конечно, я не аналитик и не эксперт в этих отношениях, поэтому комментировать я никак не буду, просто я говорю, знаете, что такое может быть. Такое может быть, да, вопрос, опять же, не к Норвегии, норвежцы молодцы, вот, вопрос чисто по, чисто к компании Shell, вот. Поэтому всего в мире, в авиационном мире заправляют самолеты две авиакомпании. Shell, AeroShell, это подразделение Shell, да, вот, и компания BP, British Petroleum. Вот, то есть нужно заправляться специальными карточками, вот, они трекают, кто как заправляется. Вот. Ну и, в общем, не захотели заправлять украинцев по тем или иным причинам. Я написал официальное письмо в Shell, они там сейчас съехали, сказали, мы там, эта заправка наша, но не наша, наша доля там 25%. Короче, ушло все в корпоративную переписку, чем закончится, я думаю, чуть позже смогу сообщить вам об этом. Мне интересно, я попытаюсь... Ну да, реально интересно. Я пытаюсь их добить, вот, нас все люди, в Shell в Украине сказали, мы сами в шоке, мы украинцы, поэтому, то есть, сами выясняют со своей стороны. Дальше вы в Польшу прилетели или сразу потом в Украину? Нет, конечно, мы полетели в Польшу. Мы прилетели в Польшу. В Польше нас заправили без вопросов, без карточек. Вообще, то есть к полякам в плане сервиса никакого. И дальше в Киев. Точнее, в Житомир. Не в Житомир. Прилетели в Польшу. Из Польши там заправились. И из Польши прилетели уже в Украину. Один из самых распространенных вопросов, это, конечно же, про туалет. Туалет в этом самолете есть. Это вот, в принципе... Это место, на самом деле здесь место для пассажира. Кто себя плохо вел, обычно взлетает и садится на этом самолете, на этом месте. Покупайте себе такие самолеты. Я бы себе обязательно это купил. Паше мы передадим спасибо. Паш, оставляй ключи, кидай. И спасибо большое. Увидимся. Там кнопка, ключи не надо. Опять забыл, тут же кнопка. Да. Главное, не перепутай. То есть все, тогда от тебя больше ничего не надо, Паш. Да, вот буквально прямо и все. Я посмотрю просто со стороны. Пока, Паш. Я хочу посмотреть, да, шоп-контент. Все, спасибо большое, что ты показал, рассказал. Что могу сказать? Заходи в гости. Кстати, ребята, как я говорил, у меня есть направление, да, это создание YouTube каналов под ключ. Паша это тот человек, которому, кстати, очень необходим канал, и у него скоро он, я надеюсь, появится, и там будет очень много интересного контента, связанного с авиацией, с самолетами. Так что я оставлю потом ссылочку, обязательно прикреплю, когда он заведет его, прикреплю ссылочку к этому выпуску на его канал. Подписывайтесь, переходите, если вам интересна будет тема авиации. Что, Саня, посмотри, сколько классных самолетов. Navajo, Piper Navajo. Реально тоже прикольный самолет. Serve him a fate, I'ma hand him the shears. He not the man he appears. Heart of a lion, I'm trampling fears. I love the man in the mirror. Cry me a river, then stand in the tears. You better stand in the clear. I'm going crazy, niggas fugazi. How would they ever gon' fuck with a kid? Put it on, baby, it do not faze me. Boy, I do not give a fuck with you.